16 января 2024 года Путин во время своего выступления на форуме «Малая Родина. Сила России» назвал представителей украинской власти, отказавшихся реализовывать Стамбульские соглашения 2022 года, придурками. Такие хамские метафоры в отношении украинцев Путин употребляет уже не впервые. Например, в декабре 2023 года такой же инцидент имел место в эфире программы «Москва, Кремль, Путин», когда речь шла о методах работы украинских ТЦК при выполнении мобилизационных мероприятий. Такие оскорбления в адрес украинцев со стороны Путина говорят о том, что то, о чем Путин говорит, не согласуется с его позицией. Если ранее основным месседжем Путина был месседж о том, что типа все идет по плану, то теперь, когда фиговый листок путинского блефовочного плана обнажил скрываемую им неприглядность, то тут Путин и завопил: придурки, придурки. Спасибо большое, Галина Ивановна. Первое – это показать. Это первое. Вторая задача – это, отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров. Ну, напомню, в Стамбуле обо всем договорились. Говорю это вам, представители муниципальной власти. Ну и все граждане России, конечно, должны знать. Но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всем. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит. У нас документ лежит. Да? Нам только говорили, надо знак какой-то подать, что вот Россия действительно намерена пойти вот на решение этих вопросов мирным путем. Надо войска отвести от Киева. Отвели. Через день они выбросили в помойку все договоренности. Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы. А он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде. Сказал, да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну, придурки, нет? Что же так не нравится Путину? А не нравится ему то, что Украина не стала реализовывать путинскую попытку закрепить Стамбульским соглашением аннексию территории Украины. Это первое. А второе – это то, что ему не нравится проводимая Украиной мобилизация. Целью путинского хамства в адрес украинцев является его желание получить у россиян поддержку своих действий в отношении Украины. И действительно, очень понятно, что если кто-то не делает то, что ты хочешь, да еще и делает то, что ты не хочешь, то как их назвать? Придурками? Но это публичное оскорбление. В уголовном законодательстве стран ЕС за публичное оскорбление предусмотрен штраф от 500 до 1500 евро. Но стоит знать то, что дурной пример Путина может сослужить злую службу тем россиянам, которые вслед за Путиным будут повторять эти оскорбления в адрес украинцев, находясь на территории Евросоюза. А теперь по сути, что там в этих Стамбульских соглашениях? Во-первых, нужно понимать, что как таковых соглашений никаких и не было, а были только лишь предложения украинской стороны. Какие? Первое. Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса. Второе. Вопрос о статусе и судьбе районов, контролируемых так называемыми народными республиками,
вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече. Третье. Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной державы при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально. Четвертое. Предыдущий пункт, если договоренность о нем будет достигнута, фактически предусматривает, что на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты. И пятое. Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины могут проводиться только при согласии стран-гарантов. Эти предложения Путину понравились, и для того, чтобы подать сигнал о том, что Россия согласна эти предложения ратифицировать, Путин скомандовал отвести от Киева войска. Но тут вмешался Джонсон и сказал «нет». Почему? Да потому что эти предложения предусматривают возможность для восстановления Украиной статуса державы-обладательницы ядерного оружия, в случае, если договоренность не будет достигнута. Именно об этом уже неоднократно повторял Путин, но делал он это в придурковатом формате, вспоминая о том, что якобы свою независимость Украина задекларировала в пакете с внеблоковым статусом. Дословно Путин говорит об этом так. Украина получила свою независимость на основании декларации про независимость, а там написано, что Украина – нейтральное государство. В декларации же дословно написано следующее. Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках и соблюдающим 3 неядерных принципа: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие. На каких придурков рассчитывает Путин? На россиян, которые не станут читать декларацию о государственном суверенитете Украины? В декларации не написано, что Украина – нейтральное государство. В декларации написано, что в будущем Украина намерена стать нейтральным государством. Как говорят в Одессе, то, что говорит Путин, и то, что написано в декларации, это 2 большие разницы. Но что действительно заслуживает внимания, так это то, как Путин, соглашаясь на Стамбульские соглашения, одновременно с этим соглашался и с тем, что цели, провозглашенные им как священные цели специальной военной операции, то есть денацификация и демилитаризация Украины, не будут реализованы. На каких придурков рассчитывает Путин? На россиян, которых он бросает на смерть под лозунгом денацификации и демилитаризации, а потом говорит, что вместо этого он согласен просто на нейтральный статус Украины, закрепленный Стамбульскими соглашениями. И ему уже не важно, будет ли Украина денацифицирована и демилитаризована. Кого Путин считает придурками? Россиян? Похоже, что так. Но если у власти в России стоит такой беспринципный лидер, как Путин, развязавший войну в Украине, отправляющий на смерть граждан России, то ничуть не удивительно, что именно россиян, которые в марте этого года будут голосовать за него на очередных выборах, Путин на самом деле считает придурками.
На сегодня основная цель россиян должна состоять не в денацификации и демилитаризации Украины, а в депридуркизации России. Насколько эта цель будет достигнута, станет понятно в марте этого 2024 года.